Всем здорово, это Павлик, ЕКБ. Решил тут поиграть в гоночки, немного отдохнуть от Last of Us. И сегодня играю в Gran Turismo Sport. Короче, дали мне первую тачку, которую я бы никогда в жизни не купил себе. Renault Sport какой-то. Renault Megane RS Trophy 2011 года. Автомобиль уже 10 лет. Добавили на мой гараж. Пора продавать. Наверное, гарантии никакой нету от сквозной коррозии. Так, новые участники второй половины сезона. Тра-та-та-та-та-та-та. Но это по интернету. Подробности мне не интересны. Я что хотел-то? Я хотел посдавать экзамены на права. Так, где они? Вот, школа вождения, да-да-да. Изучите основу спортивного вождения от общих принципов. Та-та-та-та-та-та-та. Вот и давай изучать. Так, школа вождения, разгон, поворот, торможение, изучите основу управления машиной. Задание постепенно усложняется, но если вам что-то непонятно, к вашим услугам подробные видеоролики. Но видеороликов мне не надо, погнали. Так, сдавать мы будем чисто на золото. Загрузки эти долгие, отлоги. Короче, мне надо сейчас разогнаться и остановиться. Так, параметры помощи. Так, я знаком. Ценитель. Так, умирать я не хочу, 2 звезды мне пойдет. Так, гоняем по классике. Гоняем мы по классике, а по классике мы гоняем как? Руление с помощью кнопок, как на первой плойке. Так, вот это газульки мне, вот эти верхние, никогда не нравились. Вот, крестик, квадрат, тормоз, газ. Все правильно. Опансон, да-да-да, меня устраивает. Все, погнали. Давай быстрее, Маздюля, ты чё? А мне надо тормозить-то вообще? А, мне просто проехать надо, ну блин. Короче, играл я на первый PlayStation в Gran Turismo, в самую первую. Там надо было разогнаться и остановиться в указанной зоне. Но это-то вообще что за дичь, короче. На автомате разгоняться и просто ехать. Не знаю для кого. Для чего это? Так, 1900. Слушай, и бабки что-то тут дают 1900. Зачем мне дали? За то, что я разогнался и просто не поехал. Ну, бред вообще. А, погнали дальше. Так, значит, вот так вот это будет, да? Что надо сделать? Проехать к цели через 2 ворот. О, это уже сложно. Слушай, надо музыку, наверное, потише сделать. Я еще забракует видео YouTube из-за музыки. 2 ворота, да? Чую, музыка громко. Да, короче, это в этой видяшке ничего не буду менять. Потом напишите, если что громко, что убавить, что добавить. Так, золотишко, погнали дальше. Так, 2500 опять. Слушай, я на машину так накоплю. На работе бы так платили. Каждую платят. Так, ну следующая трешечка. Проехать к цели через 4 ворот. Справлюсь или нет, а? Чем мне все эти ведра-то дают маленькие? Где нормальные тачки на гоночные? Погнали.
Так, приехал. Чё? Очки надо. Очки надо. А где взять очки? Так, ладно, все сдали. Тут очки надо пришли. Очкарики. Если там нету, то нигде нету. Так, ладно, погнали дальше. Что надо делать? Вот, остановитесь в зачетной зоне. Это только 4-е задание. Это же так далеко, блин. С этого начинать надо было. Так, ладно, что, погнали. Вот тачка когда поинтереснее уже. Что-то я не почитал, что это за драндулет. Посмотрим, что внутри. А, уже тормозить на ёшкин, матрешкин. Смотри, вровень. Хотел посмотреть, что за тачка тут ехать 50 метров. Ладно, погнали дальше. Не, ну как прикол давать бабла сразу миллионами. Я помню, вот на первой плойке я ездил, чтобы накопить хоть чуть-чуть деньжат, там вообще копейки поначалу давали. Что-то они это обезжирили игру, обезжирили вот в плане интереса. Бабло дают за лицензии. Раньше, короче, все на золото сдаешь, тебе там секретную машину какую-нибудь давали. Mitsubishi FTO. Или еще что-нибудь. Так, что тут? 100 метров. Погнали. Синие фишечки для чего стоят? Рано. Почувствуй себя чайником. Нет, ты смотри, 2 раза тормозил все равно золотой. Бабла дают немерено. Ты смотри, 2-й уровень. Так, что там? 6-е. 200 метров тормозить. 200 метров тормозить. Автомобиль Toyota 86 GT 15 года. Это Левин Труэно, короче. Какой-то ремейк. Тот последний выглядел квадратный такой. Так, что на писярике будем тормозить? Нормально пойдет. Опять немерено бабла мне дали. Так, слушай, а чё, когда серьезно это начнутся соревнования? О! Бугатти, Верон. Я не знаю, что мажорики ее так любят, но она такая страшная и некрасивая. Тебе такие деньжищи можно было быть. Эксклюзивную машину взять. Toyota. Ты вообще остановишься, все, тормоза не работают, когда бракованная, блин. Нормально, золото пойдет. А, давай дальше. Ну ты смотри, бабла я уже. 25 тысяч бабла уже сделал. Так, ладно, следующий 8-й. И там что это? Коробка какая-то лежит. Ох, ты поворот наконец входить на чем? На Мазде опять на этой. Родстресс. А, весит килограмм 600, да? Маневренная такая, двигатель маленький. Разгоняется быстро. Под КамАЗ заезжает хорошо. Вообще не понимаю, кстати, людей вот на Родстере люди ездят, да? На Родстере ездят. И встают рядом с КамАЗом таким, который Евро 8 там двигатель. И он как
чихнет своей этой черной жижей. Ну, уж она когда неуправляемая. Ладно, пойдет. Золотишко есть. Так черная жижа чихнет, и ты стоишь такой, как Лёлик из фильма «Приключения Шурика», такой, закопченый. Мне кажется, нерентабельно вообще у нас для страны такие тачки. И зимой тоже стрёмно там, замерзнет, примерзнет, холодина. Что-то зеленый опыт мне дали, да? Ладно, пойдет. Ну таки, что там у нас в коробке? Курс школа вождения новичок 1 завершен, вы получили машину в подарок. Ну дай. Да, вот эту с раскрасками мне дал. Че это такое-то мне дали? Да, жене, наверное, жене бы понравилось, да? 2009 года. Альфа Ромео Мита. Одно название от Альфа Ромео. Вы уже это пробовали? Здесь можете купить машины и узнать много интересного о тех, кто их производит. Это мы обязательно попробуем. А пока мы пойдем дальше сдавать экзамены на вождение. Так, что опять этот же поворот? Ох ты, тачка-то сирока. Volkswagen. Так, сотню летим, уже сотню летим. Ох, что ж твою ж мать, поворачиваешь-то хорошо. Или плохо? Сколько не успел? 56. Давай заново. Не, ну после того ведра-то этот поинтереснее как едет. Так, прижимаемся. Вот, сейчас успеваем. С запасом, да. Не, в графоне тут вообще нормальный такой. Гран-туризма. Говорят, стрёмная, она стрёмная, говорят, Гран-туризма это. Мне пока не нравится, что дают бабки за школу вождения. В школе ты учишься. Это ты платишь бабки за то, что ты учишься. А тут тебе дают бабки. Как-то не стыкуется, вообще не стыковка. Так, десяточка, погнали. Так. Так вот, круглый поворот. Это что у нас? Audi TT, купе. Тоже не рентабельная машина, блин. Двухместная, да? Или там 2+2 для коротышей. А потом коротыши выросли, говоришь им: все, давай уходи из моей машины, я сам поеду без тебя. Только с женой. А, ну он лежа может ездить, если один в семье. Тоже нормально. Или она. Ох, как ты гудишь-то хорошо. Не, музыку на определенно выключать. Давай, разгоняйся, ведро. Пойдет. Не, гудит он нормально. Короче, я попробую закинуть этот ролик, попробую. Если меня не забанят с музыкой, если вы напишите там, как звуковые эффекты подкорректировать, то будем дальше так снимать с музыкой, наверное. Так, чё там? Следующее, 11-е. Поворот в другую сторону, загрузка. Шестерка или тройка. Поворачиваешь хорошо. Давай, жми. Отлично, золотишко. Реклама сразу маздовская, Skyactiv, они что-то. Двигатель у них, да, Skyactiv? У меня у самого трешечка была. Трешечка мне сильно нравилась. А потом я ее продал. И езжу на такси сейчас спокойно. О, 3-й уровень. 3-й уровень. Ребята, 3-й уровень. Мастер Жан вообще я уже становлюсь. 3-й уровень. А у кого какой уровень, интересно? Кого добавить, друзья? Так, погнали дальше.
Вот Рено и спортивные машины у меня вообще никак не не сочетается. Что за автомобиль для такси? Так, а что, крутой поворот, да, будет? Ой, наша была не тормозит вообще нифига. Братан, давай на дорогу обратно. Ты прикинь, а что за подстава? 0,001 секунды не успел, а? Вот иду, такой вроде нормально в поворот хожу. Иду. И что-то пошло не так. Он качнуло, вильнуло, все, на травку заехал. И так, он чуть не вылетает с трассы. Осторожно. Да, проходит и не успевает на золотишко. Да, дорогие друзья, это было фиаско. Как бы сказал Виктор Гусев. Я скинул вообще вовремя и полетел на золотишко на себя. Пойдет. Так, 13-й заезд. Суеверных просьба не смотреть. Итак, что надо? Снизить скорость. Давайте, рассказывайте. О, так надо снижать, если ты 2 сотки или что? Надо снизить. Так, что, метров за 100? Рано. Позднее надо было снижать. Не успею я на золотишко. Слушай, на серебро даже не успел, безобразие, а? Так, что, на соточке, да, я тормозил. Сейчас проедем чуть подальше. Неплохо получилось. Не так хорошо, как должно быть. Давай еще раз. Еще позже, да, тормозить и южнее проходить поворот. Давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Штраф мне влупили, а так-то все четко. Так, ладно, давай на дороге держаться. Так, это первая сложность у меня возникла. Это 13-й был, не 14-й. Вот это идеально мы зашли. Иди сюда, золотая медаль. Корявенько, конечно, получилось, ну да ладно. Так, мили, бонусный опыт. Опыта навалом, денег навалом уже. Да, 13-й был, 13-й помучился. Опа, тут какой поворот-то интересный. Выбрать точку начала торможения. Все машины останавливаются 30 метров с сотки. С 200 значит где-то 70-80 метров. То есть на 100 метрах тормозить на... А вот это ведро, оно вообще, по-моему, не останавливается, на нем уже ездил сегодня. Давай, погнали. А только разгоняться умеет, а тормоза там не поставили. Так, на 100, я думаю. На 100 поздно. Фига у нее вторая скорость. До 115. Вторая скорость. Я на Мазюле ездил на своей, я на 5-й уже ехал. Когда соточка была, да даже 80, там, 90. Ладно, погнали. Мы поняли, что этот Bugatti Veyron, он вообще не останавливается. Значит, чуть пораньше 100 метров. Где-то здесь. То поздно, смотри. По внешнему радиусу пришлось пройти. Благо он разгоняется нормально. Ладно, пойдет. Золотишко.
Че, я думаю, в пилотке-то, наверное, заездов 20, да, пройдем? Не, 20 не пройдем. Вот пройдем вот эти еще 2 и хватит. Если убрать вот это время загрузки, то ролик получится из 20-минутного, наверное, 10-минутный. Так, это что такое? Aston Martin V8 вантаж какой-то. Винтаж надо было сделать. Агента 007 еще не хватает. Или он сейчас на Aston Мартинах не ездит? Что такое? Так, а это сколько ведро останавливается? Что-то очень рано. Да, слушай, хорошая машина. Ну и повороты у вас тут, ребята. Ну да, что-то уже поинтереснее начинается. Как просто, не знаю, как обезьяна проехал. Так, давай, погнали. Рано я начал тормозить. Твою ж мать, ты чё с трассы-то вылетаешь? Real Driving Simulator. Все по-настоящему. Не, вроде у него с тормозами порядок, так он не поворачивает. В этой Бугатти она вроде поворачивает, тормозит, не тормозит. Еще нормально машину сделать не можешь. Ну, давай. Пойдет. Ты смотри, я бабла-то сколько уже заработал. 136 900 бабла. Денег тут что-то немерено дают вообще. Просто пойди вообще сейчас любую машину купи, наверное. Так, тут раз, два, три поворота целых. Это что у нас такое? Jaguar F-Type. Опять Jaguar. Хорошо тормозит, но не поворачивает. Я тебя запомнил. Колесо крутится, бабки мутятся. Раз, два, раз. Гонка началась. Погнали. В салоне бы я у тебя глянул, там что происходит. Мне с такой камерой поудобнее ездить. Давай изучим трассу. Ну, слушай, а вот она, и все закончилось. Адское число 666. Ну давай побыстрее попробуем. Машину не хотелось разбивать. Машина дорогая. Как петляешь. А ты что ж, не успел опять, что ли? Аварийку включил аж. Принял, услышал. Давай, еще быстрее. Быстрее же, быстрее! Опять не хватило. Короче, его что-то это... виляет он как-то непонятно. Я не могу это описать словами. Это надо самому, вот, ты когда играешь, поймешь вообще, что происходит. Виляет как потерпевший. О, вроде сейчас удержал козла этого. Все нормально. Золотишко пошло. И ящик с бантиком. Мне вот интересно, что YouTube насчет музыки скажет. Музыка. Скажет, авторская музыка. Нельзя такую музыку. Ну, давай, чемодан. Я надеюсь, там никакой женский автомобиль мне сейчас не подаришь. Вот тут что-то посерьезнее тачки стоят. Это что такое? Это уже похоже на машину Lamborghini Miura Bertone Prototype 67-го года, между прочим. А как ее позырить? Ты крутишься, нет? Я хочу посмотреть тебя. Что они все хотят опубликовать? Вы уже это пробовали?
Нет, я это не пробовал. Так, ладно, чё? Пойдем позырим, что за тачки дали там. Тачки какие-то дали. Так, открыта награда, аркадная трасса. Вот это лаго, это прямо как вино называется. В синих коробочках такое. Все, хочу его попробовать, вкусненько такое. Так, открыта трасса, Kyoto Driving Park. Понятно. А где мне тачку посмотреть? Посмотреть тачку, наверное. Так, выбор машин, вот, мастерская. Да-да-да, выбор другой машины, смена окраса подбора фото. Так, вот это Рено убери. Давай в гараж пошли. Вот я хотел поставить Ламборджиху. Ну, сменить. Сменил. Так и продать ненароком можно. Вот, просмотр машины. А ну-ка, дай-ка я просмотрю машину. А чё за мужик-то сидит там в моей тачке? Я слушаю, шикарная машина. 67-го года это 70, 80, 90, 2000, 2017, 50. 4 года автомобилю. Вот эта машина, а не ваш Бугатти. Вот на такое не стыдно показаться. Ну, покажи мне ее сзаду-то хоть. Фары, смотри, уже эти, выдвигающиеся, сдвигающиеся. Ай, хороша. Вот цвет ей поменять на какой-нибудь ядовито такой, салатовый. Ну не прямо салатовый, а зелена. Ай, пойдет трактор. Ладно, выхожу. Вот и все, ребятушки. На сегодня хватит. С вами был Павлик. Канал Павлик ЕКБ. Подписываемся, смотрим, комментируем. До скорых встреч.